темном и влажном подвале своего дома Иван, старый дворник, заметил нечто, что остановило его сердце. Это была кошка. У нее было рваное ухо, на круглое тело хорошо выдавалось, когда она пыталась спрятаться. Беременная кошка дрожала от страха. Иван вспомнил свою любимую кошку Мурку, которую потерял несколько лет назад. Он чувствовал, что не может оставить эту бедную кошку в бедственном положении. Иван подумал о том, как его Мурка всегда нежно мяукала, когда он возвращался с работы. Эти воспоминания вызывали в нем теплые чувства, и он понимал, что должен помочь. В его сердце возникло желание сделать что-то хорошее, подарить душе и животному тепло, которое они оба искали. В тот же вечер Иван решил поговорить с тетей Инной, своей доброй соседкой. Она всегда знала о животных в округе. За чашкой чая тетя Инна рассказала ему грустную историю о кошке. Подростки избили ее, а ее хозяева выкинули на улицу. Иван вспомнил, как видел эту кошку несколько дней назад у подъезда. В его сердце возникла ярость и жалость к этому маленькому существу. Он решил, что сделает все возможное, чтобы помочь ей. Целую ночь Иван не мог уснуть, обдумывая, как вернуть кошке радость и безопасность. Он знал, что это не будет легко, но был готов к борьбе. Инна посоветовала ему начать с простых шагов, и они вместе составили план, как добраться до сердца Светы. В течение следующих нескольких дней Иван приходил к кошке с едой. Сначала она шарахалась от него, однако Иван продолжал терпеливо оставлять ей пищу у подвала. Он приносил не только консервы, но и остатки своей еды, надеясь, что неожиданное меню привлечет ее. Постепенно Света стала меньше бояться его. Она начала заглядывать из своего укрытия, ее любопытные глаза искали не только пищу, но и уважение. На пятый день, когда Иван положил еду, она осмелилась подойти ближе, и он наконец-то смог коснуться ее шерсти. Это было счастье для обоих, и они чувствовали, как между ними возникает связь. Каждое его прикосновение становилось не просто физическим, но и эмоциональным. В тот момент Иван почувствовал, что для него Света стала не только котом, но и другом, которому он был нужен. Однажды утром, когда Иван снова собирался уходить на работу, он заметил, что кошка ведет себя нервно и агрессивно. Она мяукала, а ее животик судорожно поднимался и опускался. Он понял, что у нее начинаются роды. Без колебаний он взял животное на руки и поспешил в ветеринарную клинику, где тетя Инна готова была поддержать его морально. Она знала, как это важно, будучи сама владельцем нескольких кошек. В клинике ветеринар с тревогой осмотрел кошку. У нее были серьезные травмы, и он предупредил Ивана, что роды могут быть сложными. Во время родов двое котят, к сожалению, не выжили, и это было тяжелым ударом для Ивана. Он чувствовал боль и тревогу за жизнь оставшихся, и весь процесс напоминал ему о том, как хрупка жизнь и как важно защищать тех, кто в этом нуждается. Врачи старались помочь Свете, и каждая секунда была на вес золота. Кошка потеряла много крови, но, несмотря на все испытания, выжила. Иван, наблюдая за ее страданиями и упорством, пообещал, что заберет ее и оставшихся котят домой. Он думал только о том, как важно для Светы и ее потомства иметь безопасное и уютное место. Его сердце наполнялось любовью и стремлением заботиться о них. Когда Иван принес кошку и ее двух котят домой, он почувствовал прилив счастья. Он решил назвать кошку Светой, а котят – Луч и Солнце. Эти имена отражали надежду и свет, которые они принесли в его жизнь. Возвращение домой стало настоящим праздником, полным радости, что проблема решена, и они теперь находятся в безопасности. Однако первые дни были полны тревог. Света пряталась под кроватью, заботясь о своих котятах. Иван терпеливо заботился о семье, кормил их и обеспечивал тепло. По вечерам он садился неподалеку с книгой, чтобы Света привыкала к его присутствию. Он не спешил, понимая, что доверие требует времени. Эти тихие моменты сближали их, и каждый раз, когда Света выглядывала из своей норки, в сердце Ивана разгоралась надежда. Спустя время Света начала проявлять доверие к Ивану. Она мурлыкала, когда он ее гладил, и в этот момент Иван чувствовал, что между ними образуется прочная связь. Каждый день, проведенный вместе, укреплял их союз, и эта новая жизнь радовала их обоих. Иван понимал, что его жизнь меняется, но он не мог представить, что впереди их ждут новые испытания. Иван заботился о Свете и ее котятах,
как о своих собственных детях. Постепенно его страсть к животным превращалась в глубокую привязанность, а их маленькая семья становилась источником радости. Тетя Инна восхищалась его заботой и говорила, что он стал истинным отцом этой маленькой семьи. Все изменилось в его жизни, и теперь он чувствовал, что ни один из них не одинок. Будни вдруг наполнились смыслом, каждый день приносил новые радостные моменты. Несмотря на свои чувства, Иван понимал, что не сможет оставить всех троих у себя в маленькой квартире. Он решил отдать котят в добрые руки. Он разместил объявление вместе с фотографиями и с надеждой ждал откликов. Через 2 дня его позвонила женщина, интересующаяся котятами, и Иван почувствовал волнение. Эта встреча была очень важна для него. Когда семья из 4 человек пришла посмотреть на котят, праздник быстро превратился в конфликт. Подростки узнали Свету и, не стесняясь, требовали вернуть ее, утверждая, что она принадлежит им. Иван, вспоминая слова тети Инны о жестоком обращении, твердо отказался. Он не мог позволить, чтобы Света снова оказалась в руках обидчиков. Горячая дискуссия разгорелась, но Иван, несмотря на страх, стойко отстаивал свое мнение. Эта ситуация оставила тяжелую тишину, но Иван чувствовал, что поступил правильно. Он обещал Свете, что будет ее защищать, и это глубокое чувство обязывало его к действиям. Он не мог просто так отдать ее обратно, да и котята теперь стали неотъемлемой частью его жизни. Эта борьба за права животного стала его личной миссией, и он был готов пойти до конца ради их спасения. Тетя Инна вновь подтвердила, что подростки действительно издевались над Светой. Она предупредила Ивана, что они могут попытаться вернуться, и это усилило его решимость защитить кошку и котят. Он чувствовал, что ей нужна защита, и он был ее защитником. Эта ответственность наполнила его силой и решимостью. В очередной встрече тетя Инна рассказала о том, как никто не вмешивался, когда Свету обижали. Иван твердо решил обратиться в полицию, чтобы защитить кошку от жестокости. Он знал, что это не просто словесные жалобы, а действия, которые могут изменить ситуацию. Когда Иван пришел в отделение полиции и рассказал о том, что произошло с кошкой, участковый пообещал разобраться, если будут свидетели или доказательства. Выйдя из полиции, Иван чувствовал облегчение, но тревога не оставляла его. Этот шаг напоминал ему, как важно поднимать голос за тех, кто не может защитить себя. Соседи, особенно тетя Инна и Лена, поддерживали Ивана, рассказывая о том, что они видели. Он чувствовал их поддержку и понимал, что правда на его стороне. Это было важно – не оставаться в одиночку. Вместе они могли создать огромную силу, способную изменить мир вокруг себя. Иван решительно решил защищать Свету и ее котят до конца. Утро было для него солнечным и радостным. Теперь он чувствовал, что не одинок, и это придавало ему сил. Их маленький дом превратился в оазис любви и заботы, где твердое единство позволяло им всем чувствовать себя в безопасности. Каждое утро Иван готовил кашу для Светы и котят. Они неожиданно стали частью его жизни, и его сердце наполнилось счастьем. Вскоре участковый сообщил ему, что дело о жестоком обращении раскрыто. Соседи дали показания, ветеринар предоставил справку о травмах, а на телефонах подростков нашли подтверждение. Это был переломный момент для всей их истории. Подростков приговорили к общественным работам в приюте для животных. Их родители были обязаны оплатить лечение Светы и котят, а также выплачивать штраф за жестокость. Иван оформил документы на Свету и решил оставить всех котят у себя, уверенный в своем выборе. Он чувствовал, что это был не просто акт доброты. Это было делом целой новой жизни. Ветеринар похвалил котят за крепость и поздравил Ивана с его ответственным шагом. Соседи начали собирать деньги на корм для приюта, вдохновленные историей Светы. Тетя Инна вместе с Еленой принесла варенье и рассказала о сборе средств. Каждый вклад, пусть и маленький, создавал ощущение сообщества и единства. История Светы изменила жизнь всего двора. Соседи начали объединяться во имя справедливости. И дети, глядя на котят, подружились с состраданием. Каждый вечер около подъезда собирались соседи, обсуждая, как они могут помочь другим животным на улице. Света стала символом единства. Прошел год, и Иван чувствовал себя счастливым благодаря Свете и ее потомству.
Света научила его, что любовь и забота могут исцелять раны. Дом стал полон жизни. А сам Иван начал осознавать, что у него есть своя семья. Их вечерние разговоры и совместные прогулки дарили ему радость. Соседи вдохновились историей Светы, раздавали пироги и обсуждали, как помочь друг другу. Дети приходили в гости, чтобы поиграть с котятами, и даже Маша, девочка с косичками, мечтала стать такой же сильной, как Света. Каждый раз, когда она приходила, Маша приносила игрушки для котят, пытаясь стать их другом и защитником. Подростки, которые мучили Свету, провели месяц в приюте. Один из них, младший, начал Иоаясси регулярно помогать животным в приюте. Михаил, их воспитатель, гордился изменениями, происходящими в жизни подростков. Они начали понимать важность ответственного отношения к питомцам и жизни в целом. Зима накрыла двор снегом, и Иван, как всегда, готовил блины по выходным. Света и котята наслаждались теплом и покоем. Соседи стали заботиться друг о друге, проводили субботники, кормили бездомных кошек. Каждый выходной превращался в маленький праздник, где все делились идеями и смехом. В один из дней Маша подошла к Ивану с рисунком, на котором была нарисована Света с котятами, окруженными сердцами. Это просто взорвало его душу. Он повесил рисунок рядом с фотографией Светы, создавая галерею любви. Этот простой жест стал символом единства и сотрудничества между взрослыми и детьми. Однажды Иван получил письмо от Ильи, младшего из подростков, с извинениями. В письме он писал о своих переживаниях и том, как его жизнь изменилась за время, проведенное в приюте. На празднике в приюте он увидел, как Илья кормит щенка. Это придаст надежды Ивану. Возможно, Илья изменится, и все еще можно исправить. Таким образом, история Ивана и Светы показывает, как любовь и забота могут не только исцелять, но и объединять людей. Каждое доброе действие, каждый поступок во благо остальных – это шаг к более светлому будущему. По мере того, как жизнь Ивана и Светы продолжала развиваться, они с каждым днем все больше укрепляли связи с окружающим миром, создавая в нем атмосферу доброты и тепла.